王国之日月神石，又不是为了我们。从今往后，所有生灵皆需向我臣服。什么狗屁生灵？你凭什么让我们臣服？ Лун Хаочень проходит испытания Трона Вечности и Творения. Серии аниме «Трон, отмеченный Богом» подошли к таким интересным моментам. Как показано в трейлере, чтобы пройти испытание Трона Вечности, Лун Хаочень был вынужден превратиться в величайшего злодея. Он намеренно пошел на крайние меры, чтобы заставить народ природы и темных эльфов отбросить вековую вражду и объединиться против него. Он оседлал священного дракона и провозгласил себя повелителем континента. Только так он мог переписать трагическую судьбу двух рас, которые в оригинале должны были уничтожить друг друга. В этой кардинально измененной версии сюжета «Сына Света» он сам добровольно пал во тьму, стремясь с помощью разрушения привести к возрождению. Но удастся ли ему действительно добиться сосуществования двух народов? Довольно неожиданное превью 168-й серии. По сравнению с оригиналом, испытания трона в аниме значительно изменили. Вместо 3 этапов из новеллы, где проверялись сила, выбор и человеческие слабости, в аниме остались лишь 2 — созидание и разрушение. В первом испытании Лун Хаочень попадает на некий континент Солнца и Луны, где он должен найти способ предотвратить гибель 2 враждующих рас — природного народа и темных эльфов. После неудачных попыток Лун Хаочень понимает, единственный способ — стать тираном, объединяющим 2 врагов через общую угрозу. Он объявляет себя владыкой, чтобы народы забыли ненависть и объединились в борьбе против него. Священный дракон, который в оригинале был экзаменатором на 2-м этапе испытания, здесь превращен в хранителя солнечно-лунного камня. С помощью уловки Лун Хаочень получает этот артефакт. Таким образом, он успешно проходит 1-й этап испытания и раскрывает тайны континента Солнца и Луны. Более того, дракон, изначально ненавидевший его, становится его спутником. Сила этого дракона сравнима с 6-м уровнем 9-го ранга, то есть он даже сильнее некоторых лидеров храма, таких как Янь Хаохань. С его помощью Лун Хаочень с легкостью может управлять этим миром. В оригинале темная эльфийка Сиси обманула Лун Хаоченя и украла семя разрушения, чтобы захватить мир. Однако в аниме Лун Хаочень сам становится королем темных эльфов и сам меняет судьбу обеих рас. Он становится свидетелем того, как народ природы во главе с королем Истом безжалостно уничтожает темных эльфов. Когда он спасает уцелевших и передает лунный камень Сиси, история повторяется, только наоборот. Темные эльфы начинают мстить и истребляют природный народ. В этом отражается философия автора. Свет и тьма — противоположности, но они не могут существовать друг без друга. После созидания приходит разрушение, а за разрушением следует возрождение. Поэтому, если Лун Хаочень встанет на сторону любой из рас, он все равно потерпит поражение и не сможет пройти испытания. Единственный выход — самому стать злом, чтобы они, объединенные общей угрозой, смогли забыть обиды и сражаться вместе. В трейлере мы видим, как Лун Хаочень с камнем в руках и на спине священного дракона заявляет, что он — бог этого мира. Он без пощады убивает всех, кто противится его воле, будь то природный народ или темные эльфы. Светлый герой становится безжалостным тираном. Трагичнее всего это для Сисси. Когда-то Хаочень спас ее народ от истребления, но спустя годы, став королем, он сам начинает убивать как врагов, так и своих. Теперь, когда обе расы оказались на грани вымирания, у них остается единственный шанс — объединиться, забыв все обиды и дать отпор Лун Хаоченю. В финале трейлера Сисси выпускает стрелу в своего бывшего короля. Да, как мы помним в оригинале, испытание трона состояло из 3 этапов, каждый из которых связан с определенным персонажем — королем Истона, священным драконом и вечным ангелом. Хотя персонажи остались, их роли поменялись. Священный дракон больше не экзаменатор 2-го этапа, а страж божественного камня Солнца и Луны. Но мне нравится, как эти испытания проходили в оригинале. Лун Хаочень проявил немалую силу, чтобы победить врагов. Он находился во владении жизни короля Истона. Вскоре между ними вспыхнула битва. Хаочень обвинил короля Истона в уничтожении целого клана ради личной выгоды.
Он слил свои 2 меча в одно оружие и активировал владение бога света. В ответ Истон попытался использовать свое владение жизни, но тотчас же ощутил, что его сила не только подавляется, но и служит топливом для света Лун Хаоченя. Начался ожесточенный бой. Истон обладал ужасающей физической силой, которая значительно превосходила силу Лун Хаоченя. В этот момент в пещере появилась девушка по имени Сыси. Ее аура была разрушительной, противоположной созидательной энергии короля Истона. Это испугало того, и он, не колеблясь, спрятался за спиной Лун Хаоченя. Сыси явилась семенем дерева разрушения, редчайшим и крайне опасным артефактом, способным нарушить равновесие в мире. Она решила стать новой владычицей мира Истон и намеревалась превратить это место в свое владение убийцы богов. Лун Хаочень был обманут. Сыси призналась, что солгала ему, чтобы достичь своей цели, использовав ее силу. Она предложила Лун Хаоченю отказаться от света и присоединиться к ней. В обмен на это она пообещала не убивать его и даже выйти за нее замуж. Однако Лун Хаочень уже ранее заподозрил ее. Он заметил множество нестыковок в ее поведении и словах, а потому заранее наложил на нее особую духовную печать. Когда она попыталась использовать силу дерева разрушения, Лун Хаочень активировал заклятие. В результате тело Сыси уменьшилось до детского, и вся ее мощь исчезла. Девушка была потрясена и обвинила Лун Хаоченя в подлости. Но тот спокойно ответил, что просто подстраховался, когда понял, что ее история – ложь. Он подробно объяснил, какие детали выдали ее намерения, начиная от неверных слов о вере и заканчивая странной реакцией на его крылья, поведение на пути к холму Истона и ее скрытые способности, не соответствующие заявленному уровню силы. Лун Хаочень не является жителем этого мира, но его душа и свет находятся на одном уровне с Древом Вечности, частью которого является Истон. С помощью силы своей души он пообщался с природой этого мира и получил подтверждение, что король Истон не был тем чудовищем, каким его описывала Сыси. Так Лун Хаочень окончательно обнажил ложь и планы лунной королевы, показав, что он не просто добряк, а умный и осторожный воин, способный видеть суть вещей и отличать истину от лжи. Как вам такие изменения в сюжете аниме? Напишите в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!